работать тайным покупателем. Я вам смогу дать ссылку на телеграм-канал, заключать с вами договор. Привет, это Salesmania. Есть такая работа «Тайный покупатель». Давайте я сейчас вам покажу, как это работает. Достаточно любопытно. Сейчас мы будем проверять дилерский автоцентр. Поехали. Вы регистрируетесь на сервисе компании, которая проводит тайные проверки. И вот вам выдают вот такой список проверок. За каждую проверку вы получаете денежку. Проверки бывают разные, от ресторанов, такси. Вот сейчас мы будем проверять, как работает консультант по телефону. Компания вам дает скрипты. Вот так эти выглядят скрипты. Вот здесь написана легенда, что проверять, какие вопросы задавать, как отвечать, как не отвечать. Все это должны вы будете зафиксировать на аудионоситель, приложить так называемые артефакты и отправить в компанию заказчика, которая эти проверки должна предоставить той компании, которая пользуется услугами тайных покупателей. Мне компания нарезала 4 автодилерских центра. Это в Минске. Вот они обозначены тут. Вот этот, столичный. Далее будем проверять Витебский. Потом Гродно. Вот здесь они находятся. И в городе Бобруйск. Каждый день я буду совершать по одному телефонному звонку. Это будет занимать ориентировочно не более 6 минут. Повторюсь, что на каждый звонок я должен приложить артефакты. Это исходящий номер. Я буду фотографировать жидкий кристаллический экран телефона. И должен буду приложить аудиозапись, чтобы проверяющая компания могла удостовериться, как работает менеджер по продажам именно при контакте с потенциальным клиентом по телефону. Так, теперь давайте сделаем контрольный звонок и консультацию одному из требуемых дилерских центров. Я набираю телефоны. Столичный центр для продаж. Здравствуйте. Доброго. А скажите, пожалуйста, я вот по поводу «Газели» хочу выяснить. Нужно приобрести у вас. Секундочку, минутку. Сейчас дам специалиста по продажам. Угу. Столичный Next, менеджер по продажам автомобилей. Добрый день. Да, здравствуйте. Слушайте, мне нужно... Сколько стоит у вас «Газель Next»? Трехместная, цельнометаллическая. Такая, вот знаете, как крытая, но не тентованная и не... Я понял. Смотрите, с доп. Опциями, без доп. Опций. Да, без допсы, как барабан пусть будет пустая. Если мы рассмотрим как барабан пустой, я сейчас скажу точно. 121 700. 121 700. Ясно. Как вас зовут? Александр. Александра. Может, скажете, какую организацию представляете? Ой, слушайте, у меня ИП, вам эта организация ничего не скажет. У меня директор попросил. Да, хорошо. А если что, по какому телефону с вами можно связаться? Тоже не дам вам телефон, потому что вы же сами знаете, вам менеджерам только дай, потом задолбаете. Я лучше сам, да. Другой вариант, можете пометить мой прямой номер телефона? Ну, давайте. Сейчас, секундочку, я бумажку подготовлю. Да, готов. 29. 29. Вот. Будут какие-то вопросы, а если хотите, можете вообще заехать к нам в гости в дилерский центр, посмотреть вживую на такой автомобиль, что он себя представляет и что это значит там для него доп. Опции, что они дают. А какие есть у вас варианты по двигателю? По двигателю, основном дизель мы предлагаем, потому что, можем бензин. Единственное, что, если надо, можем здесь бензиновый двигатель сделать. Но, как правило, идут дизельные двигатели. А он ходит нормально, долго? Да, без вопросов. 2.5 мотор, 150 лошадей, там вполне неплохо ездит. А расход у него какой? Что еще раз? По солярке расход у него какой? В смешанном где-то 11-11,5 литров. Так нормально жрет, кстати. Я что-то думал. Смотрите, а вообще для каких целей вам нужен автомобиль? У нас ИП, мы масла закупаем по клиентам развозить.
Я так понимаю, часто ездите по трассе? Ну, по Минску и области по трассе тут как относительно, знаете, так не часто. Может, по Минску. Я понял. А вообще, «Газель» это нового поколения, уже после рестайлинга видели «Газель НН»? Нет. Нет, смотрите, в прошлом году вышел новый уже автомобиль у ГАЗа, называется «Газель НН». Разница в том, что чуть-чуть меньше будет длина грузового отсека, то есть разница в 60 сантиметров. То есть у НН 3 метра, у Next, про который мы разговаривали, будет 3600. Но кардинальное отличие в чем будет? Уже будет стоять шестиступенчатая коробка передач, уже будет полностью LED-оптика, и у него идет одна комплектация. То есть в этой комплектации уже стоит магнитола, кондиционер, обогрев лобового стекла, обогрев сидений водителя. То есть, если, например, сами ездите за рулем, да, то, конечно, это будет гораздо комфортнее и удобнее. Я понял. Ясно. Вот, поэтому я говорю, Александр, как вариант, заедьте к нам в дилерский центр, посмотрите на один автомобиль, посмотрите на второй автомобиль. Разница между ними составляет порядка 18 тысяч рублей. То есть, с одной стороны, вроде бы сумма, да, но с другой стороны, все-таки комфорт, плюс к этому, там уже за счет шестиступенчатой коробки расход в среднем где-то 8,5 литров получается. То есть, если на дальнейшую перспективу, то экономия будет значительная. А слушайте, а сколько вы там предоплату, или есть вообще какие-то, вот, если сесть такой суммы-то все-таки не такая, не очень маленькая? Смотрите, проще всего через лизинг покупать. То есть в лизинг у нас идет под 0,01%, то есть для вас это та же рассрочка. Хотите там на год, на 2 года. А чем кредит от лизинга? Ну, я думал, кредит, а кредит от лизинга чем отличается? Ну, кредит это больше относится как к физлицам. Юрлицы больше между собой работают через лизинг. То есть по ИП лучше через лизинг, да? Ну, конечно, да. ИП уже больше года зарегистрировано. Да. Ну, тогда вообще вопросов нету, не надо никаких каких дополнительных документов. Тогда меньше года там еще проблемно взять. А так, я говорю, вы, например, берете лизинг на 2 года, равными частями практически оплачиваете. Единственное, сейчас лизинг, получается, идет, если на 2 года 40% аванса. То есть 40% снесли, потом каждый месяц одинаковая сумма платите, и все. Ездите на автомобиле. Ясно. Вот, поэтому, я говорю, Александр, как вариант, если по городу ездите, да, мы на Жукова 44 находимся, то есть, в принципе, это, как говорится, второе кольцо. Да, то есть, если где-то проезжаете мимо, заедете в гости, посмотрите один автомобиль, посмотрите второй автомобиль. Что? А где вы находитесь? Жукова 44, это торговый центр «Аутлет». Все, я понял, я понял. Посмотрите один автомобиль, посмотрите второй автомобиль. Конечно, который 31-32, который «Газель Next», он и крыша выше у него, то есть там 1900, и грузовой отсек немного больше, тут вопросов нету. Но который НН, у нее свои плюсы, и поэтому, насколько вам надо очень большой автомобиль, или будет достаточно, например, там длины 3 метра грузового отсека. Поэтому я говорю, заезжайте в гости, будете ехать, единственное, что просьба, вы наберите, потому что мало ли там или отгрузки будут какие, чтобы на месте был. Скажите, что сегодня подъедем или завтра подъедем. То есть вам надо заранее записаться, да? Не то, что записаться, просто говорю, чтобы на месте был, потому что, как сегодня, например, да, там после 2 часов у меня пойдут отгрузки. То есть там буду отгружать автомобили, просто не смогу вам уделить время. Понятно. Хорошо. Все, поэтому я говорю, подумайте по поводу финансирования. Я говорю, тут вообще на данный момент, я говорю, тут не финансирование, просто обычная рассрочка на несколько лет. А с учетом стоимости рубля, с учетом всех этих экономических вопросов, то, сами понимаете, машина уже на выходе будет сразу дешевле. Поэтому, да, сейчас уже очень сильно поменялась концепция у ГАЗа. И поэтому автомобиль уже стоит внимания. Я понял. Понятненько, хорошо. Хорошо, Александр, да все, будем ждать вас в гости. Заезжайте, с нас кофе. Да, до свидания, спасибо. До свидания. Теперь, когда я совершил контрольный звонок, я должен заполнить и отправить на заказчика отчет. Я выбираю тот автоцентр, в который звонил, нажимаю «Заполнить отчет» и его заполняю. Вот он тут так выглядит. Здесь пишу тот торговый объект, который я проверял.
Тут указываю адрес сайта. Здесь дата и время исходящего звонка. Дата сегодня 12:14. Телефон, на который я звонил. Телефон, с которого звонили, этот. Имя сотрудника. Сотрудник был Василий. И дальше я должен ответить на вопросы. Дозвонился с первого раза. На звонок ответили быстро, до третьего гудка. Звонок принял не менеджер по продажам, а другой. Если сотрудник принял, не сотрудник дилерского центра. Принял сотрудник, но он был не менеджером по продажам. Не назвал свое имя, поприветствовал. Да, он поприветствовал. Не назвал свое имя, не уточнил информацию. Предложил соединить меня с менеджером по продажам. Да, он это сделал, поблагодарил за звонок и переключил на менеджера по продажам. Это произошло достаточно быстро. Дальше сотрудник назвал компанию. Назвал, спросил имя. Это точно. Назвал должность. Назвал свое имя. Да, в дальнейшем он назвал меня по имени. Выявил потребности. Назвал цену. Про акцию он сказал. Программа подписка нет, ничего не сказал. Я когда спросил, в принципе, он сказал, что есть кредитный лизинг. Наличие трейдина не сказал. Про страховку ничего не сказал. Да, про выгоды сказал. Да, создавал. Тест-драйв предлагал. Пригласил. Да, согласовывал. Да, запрашивал. Да, он мне дал свой телефон. Спросил у меня мой телефон. Я ему его не дал. Предложил записать свой телефон. Он мне дал, я его записал. Подвел итог разговора, уточнил информацию. Поблагодарил за звонок. Нет, не спросил. Да, спросил, попрощался, но повесил трубку раньше меня. Дальше я должен вложить аудиозапись. Аудиозапись у меня. Вот сюда я вставляю аудиозапись. Вот он написал, что он... Дальше скринсайт объекта с телефоном, которого звонили. Вот. Скриншот телефонного звонка, где видно номер, дату. Это вот он. Вот, в принципе, я отчет заполнил. И он готов к отправке. Здесь можно написать свои комментарии. Все, и я отправляю этот отчет заказчику. А скажите, пожалуйста, мне вот любопытно, а вы слышали что-нибудь о подобном процессе тайного покупателя? Ну вот, собственно, мы с вами проверили автодилерский центр при помощи аудиозвонка. Существует также личное посещение дилерского центра, участие в опросе, в тестовых заездах и так далее. Но помимо автобизнеса, компании проверяют еще и бизнес по банкам, рестораны бизнес, фитнес-центры. Там существует широкий спектр услуг, которые требуют проверки от заказчиков и от владельцев бизнеса. Цель этого занятия заключается в том, чтобы проверить, как ведут себя сотрудники при контакте с покупателями, либо с людьми, которые пользуются услугами той или иной компании. Если вам это интересно, пожалуйста, напишите мне в комментарии, лайкните видео, подпишитесь обязательно на канал, и я вам смогу дать ссылку на телеграм-канал, в котором вы можете обратиться к работодателю, и они, если сочтут необходимым, заключат с вами договор, и вы сможете в своем городе также работать тайным покупателем, независимо от структуры бизнеса, потому что различные виды имеют различную целевую аудиторию, соответственно, тайный покупатель не должен выделяться в среде обычных посетителей того либо иного ресторана, магазина, либо использованием такси и так далее. Пожалуйста, обращайтесь, я с удовольствием с вами буду контактировать и давать обратную связь, как выйти на связь с теми, кто дает задания по тайному покупателю. До свидания.